Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook в сервис email рассылок eSputnik. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, вы сможете добавлять новые контакты в eSputnik, настраивать по ним email рассылки и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по лидам, выбираем действие «Загрузить лиды». Далее необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Для того, чтобы настроить доступ к рекламным страницам, кликаем по дополнительным настройкам. На этом этапе вам необходимо отметить галочкой рекламные страницы, которым вы предоставляете доступ. Если у вас появится доступ к новой рекламной странице, вам нужно будет через инкогнито в браузере повторно выполнить подключение Facebook к Apex Drive. На этом этапе я рекомендую предоставить доступ сразу ко всем рекламным страницам, для того, чтобы в будущем иметь возможность с ними работать. На этом этапе вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать рекламную страницу и формы, по которым вы хотите получать данные о лидах. Если вы хотите получать данные по всем подключенным к странице формам, оставляйте настройку «Да, подключать все текущие и новые формы». Если вы хотите получать лиды по каким-то конкретным формам, выбираем «Нет, настроить формы индивидуально». И на этом этапе вам необходимо отметить конкретную форму. Теперь вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных по одному из ваших лидов. Если на этом этапе отображается только пример данных по лиду, проверьте, есть ли у вашего аккаунта админ доступ к выбранной рекламной странице. Если у вас еще не запущена реклама, вы можете через личный кабинет Facebook сгенерировать тестовый лид. После этого нажмите «Загрузить тестовые данные из Facebook», и этот лид должен появиться на этом этапе. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем eSputnik. Далее необходимо указать действие. Выбираем «Добавить новый email». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт eSputnik к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета eSputnik. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать адресную книгу, в которую вы хотите отправлять новые контакты из Facebook. Далее необходимо заполнить поля для создания контакта. В эти поля вы можете назначать переменные из Facebook. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые переменные назначены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в eSputnik для создания контакта при каждом новом лиде из Facebook. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в eSputnik». После успешной отправки переходим в eSputnik и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку.
На этом настройка приема данных eSputnik успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!